Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео мы снова плетем из газетных трубочек и готовимся к Пасхе. И сплетем мы в этот раз вот такого замечательного пасхального пузатика. Будем его не просто плести веревочкой в две трубочки, но и также добавим сюда ажурный узор столбики с накидом. Кстати, этот узор я очень подробно показывала в одном из последних видео, ссылку оставлю в описании и в подсказках. Там я очень подробно показывала и как сделать переходы, и как плести сам этот узор, так что заглядывайте туда, кому интересно. Здесь я покажу только основные моменты. И плести я этого пузатика буду из таких газетных или бумажных трубочек. Я их кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги. И в этом видео я подробно показываю, как накрутить такие трубочки. Здесь я их красила очень интересным способом. Также снимала отдельное видео по покраске этих трубочек. Его можно посмотреть вот здесь. И еще у меня остались трубочки от плетения пасхальной курочки. Я ими буду плести ажурную вот эту вставку столбиком с накидом. Курочку можно посмотреть вот здесь. И начинаю я плетение этой пасхальной корзиночки с круглого дна. Здесь я не стала изощряться как-то, я выложила круглое дно обычным способом. Взяла 12 трубочек, разделила их на две группы 6 на 6, выложила их крест-накрест, и первый ряд я плела именно по 6 трубочек. А вот сейчас я начинаю плести второй ряд и начинаю разъединять эти группы трубочек по 2 и оплетаю уже по 2 трубочки. Плету очень аккуратно, стараюсь, чтобы и с лицевой, и с изнаночной стороны все получилось красиво. Вот такая картина у нас получилась, то есть в общей сложности я проплела 7 рядов. Один ряд по 6 трубочек и 6 рядов по 2 трубочки. Здесь у меня уже расстояние между стойками увеличилось достаточно, и сейчас на этом этапе я разделяю вот эти двойные трубочки по одной и оплетаю уже по одной трубочке. Дополнительных стоек я сюда не вставляю, то есть те стойки, которые у меня уже есть, я с ними и работаю дальше. Оплетаю очень аккуратно по трубочке. Если вам сложно разделять вот эти группы по 2 трубочки по одной, то тогда помогайте себе ножничками, как я в видео. Можно сначала помочь вот этим двойным трубочкам разделиться по одной по всему периметру круга и потом уже оплетать по одной рабочими трубочками, а можно по ходу дела. То есть ножничками помогаем разделять трубочки и оплетаем по одной трубочке. Здесь уже как вам удобно и как вам нравится в работе. Здесь я показываю всего лишь принцип, по которому я плету. Вы можете его моделировать, видоизменять, как вам нравится, так и действуйте. Вот таким образом я продолжаю плести веревочкой по 2 трубочки, оплетаю уже по одной стойке. Здесь, конечно, вы видите, что стойки находятся в хаотичном порядке, они не совсем ровные, поэтому по ходу самого плетения я обязательно стойки поправляю. И после проплетания нескольких рядов стойки выравниваются, и расстояние между ними также выравнивается. Так что об этом не беспокойтесь. На начальном этапе это всегда так кажется, что очень страшно, стойки гуляют и все ужасно. Нет, просто нужно немножечко терпения, и все обязательно выровняется со временем. Здесь я показываю, сколько рядов у меня в общей сложности уже сплетено. Если вы хотите повторить такую же корзиночку, то плетите столько же рядов. Меня диаметр этого донышка устраивает, и сейчас я заканчиваю его плетение. Прячу рабочие трубочки следующим образом, как на видео. Ну вот, рабочие трубочки у нас убраны, и не переворачивая вот этот плетеный круг, то есть у нас с вами лицевая сторона смотрит именно на нас. Так я сделала специально, для того, чтобы пузатик у нас внутри был с лицевой стороны как бы. И сейчас я разминаю трубочки стойки у основания, для того, чтобы у них было плавное поднятие, не было трещин и заломов никаких. Ставлю банку с грузиком, у меня тут камушки. И сейчас я подставляю 2 рабочих трубочки, так как на видео, за стойками. Мне кажется, что такой вариант подставления рабочих трубочек более аккуратен, чем я делала до. Ну, хотя, конечно, на вкус и цвет, как говорится.
иногда бывают моменты, когда нужно рабочие трубочки вставить именно в места, где у нас стойки стоят. Ну, тут уже по ситуации, я всегда смотрю по ситуации, то есть как мне лучше в данном изделии поступить. И начинаю плести веревочкой в 2 трубочки, постепенно поднимая стойки. Что значит постепенно? То есть сначала я их поднимаю буквально на 10 градусов. Это я делаю на глаз, это тоже из головы я сказала цифру 10 градусов. Ну, приблизительно так я представляю, сколько 90 градусов, приблизительно так поделила. И главное, чтобы вот стойки смотрели именно на меня и чуть-чуть ниже. То есть всегда я смотрю, конечно, плавное ли поднятие у них идет или не плавное. На первом ряду это не особо заметно, но когда уже плетешь второй и третий ряд, там уже замечаешь. Именно когда плетешь второй и третий ряд, я что делаю? Я грузик убираю и поднимаю вот эту форму, смотрю, как у меня что получается, плавно или не плавно. Если что-то не так получается, то бывают моменты, что даже и расплетаю, но это очень редко происходит. Вот таким образом, постепенно, не торопясь, поднимаю стоечку, оплетаю ее рабочими трубочками, берусь за следующую стойку, и в то время как я следующую оплетаю, я левой рукой предыдущую держу в таком положении, чтобы плетение понимало вообще, чего я от него хочу. Да, я считаю, что плетеное изделие, оно живое, оно обязательно нас понимает, наши мысли понимает, наш настрой. Поэтому я обращаюсь с ним как с живым организмом. Может быть, это, конечно, смешно, но вот так я поступаю. Я даже иногда разговариваю с плетеными своими изделиями. Иногда это смотрится очень забавно со стороны. Кстати, напишите, кто тоже разговаривает со своими плетеными корзинами. Будет очень интересно почитать и узнать, что я не одна такая. Сейчас я начинаю плести второй ряд. Здесь... Видите, я не делаю переходов практически, я плету по спирали, и потом вот эти кончики я просто приклею в нужном месте, немножечко срежу там и приклею. Так, мне кажется, будет аккуратнее смотреться. На втором ряду я также постепенно поднимаю стоечки, очень-очень постепенно, не надо резких поднятий. Также, может быть, опять же, на 10 градусов поднимаю это все дело и оплетаю очень-очень аккуратно. Здесь, конечно, сложность в том, что мы плетем прямо у основания стола, то есть у нас плетение практически идет горизонтально. Лучше всего вот это все дело немножечко приподнять, и тогда будет легче плести. Но так как я плету на камеру, к сожалению, только в этом положении камеры мне это все удобно делать. По ходу дела обязательно наращиваю рабочие трубочки. Кстати, у меня на канале есть видео об аккуратном наращивании рабочих трубочек. Обязательно посмотрите, ссылку я в описании оставлю. Ну вот как раз о том, что я говорила, то есть я убираю грузик и поднимаю само плетение и смотрю, как у меня поднимаются рабочие трубочки. Я за ними очень тщательно слежу, то есть я вижу, как происходит поднятие, стоит ли уже заужать или, может быть, еще расширить нужно. В общем, этот вид мне помогает. Кстати, можно сделать так. Если вы не уверены, что в итоге у вас получается, вы можете поставить это все дело и отойти на метр и посмотреть со стороны, как же это все получается у вас. И вот тогда свежим взглядом вы увидите, что можно подкорректировать еще. А здесь у нас вышло солнышко, оно уже стало чаще выходить, весна все-таки, поэтому освещение такое желтое получилось, радостное. Плету дальше. Здесь я также постепенно поднимаю стойки и их оплетаю. Плету веревочкой в 2 трубочки, но потом будет один очень интересный узор, так что смотрите дальше. Здесь опять же я стараюсь выдерживать форму пузатика, то есть у нас идет расширение, и потом уже будем сужать. Для того, чтобы у нас плетение было ровным и аккуратным, и витки ложились одинаково, я стараюсь при плетении не менять положение рук и пальцев. Это мне очень помогает. Здесь я уже проплела очень много рядов, и сейчас я все стойки обрезаю, потому как они уже короткие, и для следующего узора вот эти короткие стоечки, конечно, будут не очень хорошо. Поэтому я их обрезаю практически у основания и буду сейчас наращивать. Наращиваю стойки я здесь обычным способом наращивания, как я это делаю с рабочими трубочками. То есть вот эти старые стойки я обрезаю наискосок, складываю кончик пополам и вставляю в новую рабочую трубочку.
Вот как раз в следующем кадре я это все показываю. Но обязательно, конечно, я забыла сказать про клей. Я обязательно клей капаю внутрь трубочки, чтобы все хорошо держалось. А то у меня был один неудачный опыт, когда я нарастила трубочки без клея в корзиночке, и случилась фиаско. Кстати, оно случилось прямо в прямом эфире на одной трансляции. Кто помнит, напишите в комментариях. Обязательно, кто был со мной в тот момент. Это было, конечно, очень-очень забавно и смешно. Уже потом в самом моменте это было не очень смешно, конечно, вот, эх, были времена. Так что обязательно напишите, кто помнит этот момент, кто смотрел эту трансляцию. Итак, нарастила я новые стойки, немного проплела еще несколько рядов, и сейчас я начинаю плести новый узор. Кстати, плетение этого узора я показывала в одном видео, которое вышло совсем недавно, и ссылку на него я оставляю в описании, и в подсказках здесь выскочит. Узор этот называется столбики с накидом, и плетется он двумя трубочками, как и веревочкой в две трубочки, только при плетении мы каждой трубочкой делаем виток на стойке. Плетется этот узор достаточно легко, но единственное, что за стойками нужно следить, конечно, и лучше всего плести этот узор по форме. Но здесь, конечно, у меня пузатик, поэтому я так посмотрела, и в принципе мне формы и не надо было. Потому что при плетении этого узора стойки очень плавно переходили в зауженное состояние, и формировался пузатик сам с собой. Я подробно здесь не буду показывать плетение этого узора, вы можете посмотреть его в том видео, повторюсь, ссылка в описании будет. Здесь я показываю лишь какие-то основные моменты с переходами. Всего я в узоре проплела 3 ряда, и получилась у нас вот такая ажурная вставочка. После плетения этого узора столбики с накидом я плету обычной веревочкой в 2 трубочки 3 ряда и закрываю здесь ряд. Все, заканчиваю плетение, и сейчас буду переходить к загибке. Да, обратите внимание, как я срезаю сейчас рабочие трубочки для того, чтобы их убрать в плетеные ряды. Здесь я их срезаю не наискосок, а вот так перпендикулярно. Мне кажется, что так они максимально незаметны в плетении будут. Эх, а сейчас я сделаю один вандализм, который не всем понравится, не всем экономным понравится. В общем, я сейчас срезаю все эти стойки под 0. Да, они, конечно, у меня длинные остались, но тем не менее, пока я все это плела, пока я показывала узор и так далее, они все высохли. Реанимировать мне их лень. Причем стойки я реанимирую очень-очень редко, мне их проще срезать и нарастить новые. Что я и делаю. Срезаю все под нолик. Кстати, покорезы мне в этом плане очень помогают. Да, перед тем, как срезать все стойки под нолик, я обязательно выравниваю плетеные ряды для того, чтобы была одинаковая высота у пузатой корзиночки.
И сейчас я вставляю новые стойки для того, чтобы сделать красивую загибку. Да, может быть, кому-то это и не понравится, то, что я срезала вот эти стойки, они и так длинные, в принципе, их можно на дело пустить. И сейчас я беру еще новые трубочки и так далее, и так далее. Но, знаете, мне очень нравится аккуратность в плетении, поэтому хочется сделать все красиво. И я трубочки не жалею. Вот раньше я жалела трубочки, была с ними очень-очень экономна. Сейчас нет, не жалею. Еще накручу. Зато изделие будет смотреться очень аккуратно и красиво. Ну вот у нас и появились новые стоечки, хорошенькие, увлажненные. Да, кстати, я забыла сказать, что вы видели в видео, когда вставляла новые стойки, я обязательно капала клей ПВА внутрь. Это тоже делать обязательно нужно, иначе у вас загибка будет болтаться и могут выскочить эти все трубочки. Сейчас я буду делать из них загибку, и загибка у нас будет простая. Каждую стойку я сначала завожу за вторую. Здесь я огрызками трубочек заняла места у двух первых стоек. Это сделала для того, чтобы вам удобнее было ориентироваться. И вот таким образом я завожу остальные стойки за каждую вторую. Очень аккуратно это делаю, очень нежно с ними поступаю, для того, чтобы не было заломов и все красиво смотрелось. Здесь мы подошли к началу плетения нашей загибки. Я убираю вот эти огрызки трубочек. И здесь как раз вы видите именно места, куда мы с вами убираем остальные вот эти две стойки, которые у нас остались. Именно туда, где у нас были огрызки этих трубочек. Конечно же, я обязательно все в конце подтягиваю, чтобы все хорошо у нас красиво, гармонично смотрелось в загибке. И перехожу к следующему этапу. Вообще, на мой взгляд, загибки в изделии дело очень индивидуальное и личное. Кому-то нравится розга, кому-то изиды, кому-то нравятся очень простые загибки. Кстати, мастер-классы по загибкам у меня есть на канале, я ссылки оставляю все в описании, заглядывайте туда. В этом изделии мне захотелось попробовать именно такой вариант загибки. Кому-то, может быть, он не очень понравился, но я просто показываю лишь как вариант, как принцип того, что можно сделать. А там вы уже сами решаете, выбираете, экспериментируете и фантазируете. И у нас остался последний этап в нашей загибке. Сейчас мы все вот эти концы трубочек, которые торчат у нас внутри, обрезаем под нолик. Но не совсем под нолик, оставляем буквально 2-3 мм. Они прячутся за загибку, так что их не будет видно. Здесь не сильно вытягивайте трубочки, чтобы обрезать, иначе вот эти кончики, которые остаются, они вытаскиваются, выпрыгивают. Поэтому этого делать не нужно. Если вы боитесь, что ваши кончики все-таки выпрыгнут, то капните просто немножечко клея ПВА или лаком. Вообще, если все вы сделаете правильно, то есть обрежете вот эти концы трубочек как надо, то с загибкой ничего не случится. После лакировки она станет еще прочнее и все будет в порядке. Ну вот такой пасхальный пузатик у нас получился. Вообще в процессе плетения что-то пошло явно не так, потому что изначально планировалась пасхальная корзина с ручкой, настоящая такая, знаете, пасхальная корзина, но получился вот такой пузатик. И я сейчас на него смотрю и понимаю, что ручки здесь не нужно. Хотя это лично на мой взгляд, может быть, действительно ручка здесь нужна. Обязательно жду вашего мнения в комментариях. Если все-таки очень много голосов будет за то, чтобы к этому пузатику приделать ручку, то в следующих видео мы обязательно ему сплетем ручку. Это не просто пузатик получился, это получился у нас пасхальный пузатик. В него можно положить пасхальные яйца, пасхальные куличики.
И много чего интересного, и конфетки тоже можно положить, когда к гостям идете. В общем, идеальный подарок на Пасху, идеальное украшение для вашего стола. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, эта идея вам понравилась, и сам пузатик, естественно, обязательно пишите в комментариях ваше мнение, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь вы найдете вдохновение. И благодарю вас за то, что делитесь видео с друзьями, это наивысшая для меня награда, и таким образом вы вдохновляете меня на новые для вас изделия и видео. Я желаю всем легкого плетения, увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!